Всем привет! В этом видео мы с вами свяжем вот эту зайку. Вязать мы будем нижние лапки тела и верхние лапки. Голова у нас, как вот в этом зайке я вязала голову, значит, она вяжется точно так же, голова и уши. Я оставлю там дальше схему этой головы и оставлю ссылочку на видео, как ее вязать, если вдруг вы не поймете. Зайку, которую буду сейчас я вязать, у него будет живот только в 2 ряда, меньше будет видно. Если вы хотите связать такой живот, там будет написана схема, посмотрите внимательно и провяжите так. Вяжем верхние лапки. Итак, значит, я взяла 3 цвета, у меня будет в данной игрушке присутствовать желтый, красный и сам заяц будет белый. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков. Стягиваем колечко и второй ряд вяжем столбики, прибавка, повторяем 3 раза. Третий ряд 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. Дальше с 4 по 8 ряд вяжем без изменений 12 столбиков. 9 ряд 2 столбика и убавка, повторяем 3 раза. И в ряду будет 9 столбиков. Теперь с 10 по 20 ряд вяжем без изменений 9 столбиков. Все провязали, теперь соединяем 2 края столбиками без накида. Должно получиться 4 столбика. И оставляем ниточку для пришивания. Наполнять лапку верхнюю мы не будем. Дальше вяжем нижнюю лапку. В кольцо набираем 6 столбиков. Дальше вяжем второй ряд столбики, прибавка 3 раза. Третий ряд 2 столбика и прибавка 3 раза, повторяем. И четвертый ряд 3 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. Провязали. Значит, в четвертом ряду у нас 15 столбиков. Теперь с 5 по 8 ряд вяжем 15 столбиков. 9 ряд 3 столбика и убавка, повторяем 3 раза. Десятый ряд вяжем без изменений 12 столбиков. Теперь будем вязать пятку. Значит, у нас начало ряда переместится, поэтому мы просто сейчас будем вязать пятку. На начало ряда мы пока не обращаем внимания. Значит, провязываем сначала 4 столбика. Дальше вяжем 5 соединительных столбиков, не стягиваем верхушки наши, оставляем посвободнее. Дальше вяжем 6 столбиков. Теперь воздушная петля подъема, поворачиваем вязание и вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля подъема, поворот. А теперь вяжем уже по кругу. 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков. Дальше мы вяжем. Здесь немножко надо нам уменьшить и стянуть. Для этого вводим где-то посередине крючок, захватываем рабочую нить, затем беремся за первый столбик и провязываем все петли на крючке. Дальше вяжем
5 соединительных столбиков. 2, 3, 4, 5. С этой стороны проделаем то же самое. Вот у нас последняя здесь уже в нижнем ряду петля, последний столбик. Захватываем рабочую нить и тут сбоку где-то посередине также вводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем все 3 петли на крючке. Вот сюда у нас переместился ряд. Теперь мы уже дальше вяжем ногу, поэтому переносим наш маркер и продолжаем вязать. Провяжем 2 ряда без изменений. Значит, вот этот вот ряд, который мы с вами провязали, он был у нас 11. Вот теперь у нас получается 12 и 13 ряд. Вяжем без изменений 12 столбиков. Значит, 13 ряд, когда вы довязываете, оставляйте последний столбик, провязывайте, вернее, в последний столбик соединительный столбик. Тем самым уменьшив высоту столбика, чтобы наш переход был не сильно заметен, так как мы сейчас будем менять ниточку. Теперь следующий столбик, получается в первый, начало ряда, беремся за заднюю стеночку петли и вводим цвет гетр. Гетры, такие вот носочки будут у нас. Значит, вводим ниточку и делаем соединительный столбик. Стягиваем тут белую нитку. Теперь тут свободным должна быть петля. Теперь беремся за обе стеночки петли и провязываем полноценный столбик. Можно по ходу вязания спрятать эту ниточку, можно ее привязать. Ну, по ходу вязания спрятав, она никуда не денется. Белую нитку мы не отрезаем, чтобы потом нам не привязывать ее, потому что дальше нам еще надо будет вязать ею. Поэтому мы ее оставляем, а пока вяжем цвет гетр. Значит, провязываем без изменений теперь с 14 по 20 ряд 12 столбиков без изменений этим цветом. Когда подошли вы к тому столбику, который мы провязали соединительным, сделали его, вот, вы беретесь не за верхушку этого соединительного столбика, а за предыдущий ряд, вот сюда. Вот у нас мы пришли, да, сюда, а теперь на ряд ниже мы вот этот вот соединительный столбик провязываем именно здесь. И подтягиваем. Вот. Таким образом мы, как видите, уменьшили переход. Вот. Подтянули эту ниточку, столбик, чтобы он не был таким вот сильно большим. Так как он немножечко удлинился из-за того, что мы взялись за предыдущий ряд. Поэтому его надо подтянуть, чтобы его немного укоротить ножку. Вот. Так вот получается у нас. Вот, продолжаем вязать. Итак, провязали. В последний столбик опять же мы делаем соединительный столбик. В следующий столбик мы беремся за заднюю стеночку петли и меняем обратно на цвет тела зайца. Делаем соединительный столбик. Эту ниточку подтягиваем. Первый ряд мы провяжем за заднюю стенку петли, поэтому еще раз вводим за заднюю стенку петли, берем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Вот первый полноценный столбик получился. Итак, мы первый ряд провяжем 12 столбиков за заднюю стеночку петли. Эту ниточку мы отрезаем и сразу ее с внутренней стороны фиксируем за какой-нибудь столбик. Все, вяжем за заднюю стенку петли ряд. Когда довязали до столбика, где у нас был соединительный, вот в этом ряду мы провяжем за верхушку этого столбика соединительного. Вот так как мы сделав его соединительным столбиком, мы его немного уменьшили, поэтому также переход тут будет небольшой. Если бы он был у нас полноценным, то был бы резкий такой перепад. Вот. И теперь
Это был у нас 21 ряд. Теперь 22 и 23 ряд мы провяжем без изменений 12 столбиков и отрежем ниточку. Вот, довязали, соединительный столбик в следующий, отрезаем ниточку и вяжем вторую ножку аналогично этой, и также отрезаем ниточку и прячем. Наполняем ножку. Так, наполнили лапку, теперь делаем пальчики. Я делаю в 7 ряду, между 7 и 8. Вот. Между полосочками у меня будет 2 столбика. Продели вот так вот иголочку, когда сделали уже все, и таким образом зафиксируем и спрячем туда, подтянем, чтобы узелочек туда спрятался. Вот. Так, теперь вяжем тело. Значит, берем ножки вместе, поворачиваем к себе вот так. И там, где они соприкасаются, у нас тут будут они соединяться цепочкой. Вводим сюда. Так, значит, с этой стороны вяжу, с внутренней стороны. Присоединяю. И набираю цепочку из 5 воздушных петель. Вот также сюда присоединяю соединительным столбиком. А теперь вяжем по ножке 11 столбиков. По ножке 11, по цепочке 5, по этой ножке 11, по цепочке 5. И у нас тут будет начало ряда. Когда вяжете по цепочке, беритесь только за одну долечку цепочки с одной и с другой стороны. Серединку не трогайте. Провязали мы первый ряд тела. Второй ряд вяжем так. Значит, вяжем 3 столбика. Затем прибавка, столбик, прибавка, столбик, повторили 2 раза и еще одна прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков, прибавка. Дальше еще раз 5 столбиков. Затем прибавка. Столбик, прибавка. Столбик, и еще одна прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков, прибавка и 2 столбика. Во втором ряду у нас 40 столбиков. Теперь с 3 по 9 ряд вяжем без изменений 40 столбиков. В последний столбик 9 ряда мы делаем соединительный столбик. Теперь будем присоединять цвет юбочки. За заднюю стеночку петли берем нитку, цвет юбки, которую вы выбрали. Присоединили. Эту нитку натянули.
И за обе стеночки петли провязали полноценный столбик в этот же столбик. Эту нитку мы не отрезаем, потому что потом дальше мы немножечко провяжем еще тело, поэтому, чтобы опять же не присоединять ее, пусть будет. Итак, первый ряд мы провяжем без изменений 40 столбиков за обе стеночки петли. Опять же проделаем такую же работу, как мы делали, когда тут мы соединяли. Значит, где у нас соединительный столбик последний, мы за предыдущий, в предыдущем ряду мы провяжем этот столбик за предыдущий ряд. И подтянем его. Подтянем, чтобы он ножка не была длинной, а была такая, как все. Следующий ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли без изменений. Теперь вяжем за обе стеночки петли еще один ряд цветом юбки без изменений. Дальше меняем на цвет тела. Но для этого также последний столбик мы делаем соединительный столбик. Вот его подтягиваем. И в следующий столбик берем нашу ниточку, которую оставили. Это также желтый, ну, цвет юбки мы не отрезаем, потому что этим цветом вяжем верхнюю часть одежды. Вот. Присоединили, стянули. И беремся за обе стеночки этой же петли, провяжем полноценный столбик. Первый столбик. Итак, мы сейчас провяжем 8 столбиков и убавка повторим 4 раза. Это уже первый столбик. Вот. А последнюю убавку мы провяжем за обе стеночки петли. Берем рабочую нить, захватываем рабочую нить. И в последний столбик, который у нас был соединительным, мы беремся за, вводим крючок в предыдущий ряд последнего столбика, захватываем рабочую нить, подтягиваем и делаем, провязываем убавку. Тем самым у нас мы опять же немножечко уменьшили переход. Значит, у нас в этом ряду 36 столбиков. Провяжем еще один ряд цветом тела, 36 столбиков. Дальше я буду вводить цвет топика. Для начала опять же заканчиваю последний столбик соединительным столбиком. Вот. В следующий столбик за заднюю стеночку петли ввожу этот цвет, присоединяю. Я не буду опять же отрезать, потому что там у меня выше опять тело будет, чтобы опять же не присоединять. Оставлю эту ниточку. Значит, мы присоединились так за заднюю стеночку. Теперь за обе стеночки мы провязали полноценный столбик. Вяжем без изменений этот ряд. Опять же дошли до последнего столбика, который был соединительным, и вяжем за, беремся в предыдущий, вводим крючок ряд последнего столбика. Если вы знаете какой-нибудь другой способ соединять цвета разные, то используйте его. Дальше следующий ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли без изменений. Провязали. Теперь дальше с 17 по 19 ряд мы продолжаем вязать без изменений. 17 по 19 ряд. Следующий 20 ряд 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. Провязали. Я не наполняю дальше игрушку, потому что надо будет вязать юбочку. Удобнее будет без наполнителя вязать ее. Теперь с 21 по 24 ряд мы провяжем без изменений получившиеся 30 столбиков. Закончили ряд. Тут мы закончим как обычно, но начнем за заднюю стеночку петли и присоединяем цвет тела.
там подтягиваем, если вдруг расслабла где-то, ослабла. Присоединились и провязали за обе стеночки этот же столбик. Вот, присоединились, эту ниточку отрезаем. Так, отрезаем, присоединяем ее сразу здесь, фиксируем. Теперь свяжем юбочку. Значит, вводим крючок, ниточку присоединяем не там, где у нас переходы, а в стороне где-нибудь. Присоединяем нитку. Ну, присоединяем так, чтобы ее можно было потом спрятать иголочкой. Вот так как будем сейчас вязать столбиками с накидом, как там правильно произносить. Вот. Присоединили. Одну воздушную петлю набрали, и в этот же столбик мы провяжем столбик с накидом. С накидом. Или с накидом. Не знаю, как правильно говорят. Все говорят по-разному. Значит, в каждую полупетельку мы провяжем столбик с накидом. По одному столбику. И держите игрушку именно так, чтобы когда у вас юбочка ляжет, она была лицевой стороной. Вот. Вяжем первый ряд в каждую полупетельку. Довязали до конца, делаем соединительный столбик с первым столбиком. Дальше у нас будет выглядеть узор так. Ну, естественно, я кончик ниточки спрятала, начало ниточки спрятала сюда вовнутрь, и там его зафиксировала. Значит, делаем так. Набираем 1 воздушная петля подъема и 3 воздушные петли. В следующий столбик присоединяемся с соединительным столбиком. Набираем 3 воздушные петли. В следующий столбик присоединяем с соединительным столбиком. 3 воздушные петли, соединительный столбик в следующий столбик. И так вяжется этот ряд. Провязали последнюю арочку и делаем соединительный столбик в воздушную петлю подъема, которую мы провязывали в начале. Теперь мы соединительным столбиком переносим нашу рабочую нить под арочку. Дальше набираем 3 воздушные петли подъема. Это у нас будет вместо первого столбика с накидом. Дальше 2 воздушные петли. Это по рисунку. И в эту же арочку провязываем 1 столбик с накидом. В следующую арочку 1 столбик с накидом. Сразу же переходим в следующую арочку. Столбик с накидом. 2 воздушные петли. И сюда же столбик с накидом. В следующую арочку столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с накидом. Вот такой вот рисунок будет у юбки. Так вы вяжете несколько рядов. Насколько вам, например, хотелось бы видеть. Короткая будет юбочка, либо длинная. Это уже длину юбки выбирайте сами. Вот, довязали до конца, находите 3-ю цепочку. Делаете соединительный столбик в нее и под арочку выводите рабочую нить соединительным столбиком и опять же набираете 3 воздушные петли подъема, 2 воздушные петли для рисунка и сюда же в эту арочку провязывайте 1 столбик с накидом и продолжайте также этот рисунок под арочку, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Следующую арочку, которая у нас образовалась между столбиками, которую мы провязывали, да, вот эти 2 воздушные петли между столбиками, вот в них мы и провязываем таким вот образом. Вот такой вот рисуночек простенький юбки. Если вы хотите какой-нибудь другой использовать для юбки, это уже можете сделать. Здесь уже не принципиально именно такой рисунок у юбки делать. Вот, в общем, вяжем юбочку длину, которую вы выберете для себя. Вот, у меня, в принципе, все. Я провязала 3 ряда этим рисунком. И делаю соединительный столбик в 3-ю воздушную петлю. Ниточку отрежу, естественно, и вот как-то по столбикам ее спрячу.
Теперь обрабатываем низ топика, присоединяем ниточку за задней стеночки петель, которые у нас тут оставались. Вот, и набираем 2 воздушные петли, сюда же провязываем 1 столбик с накидом. Пропускаем 1, 2, в третью провязываем соединительный столбик. Опять же набираем 2 воздушные петли, столбик с накидом, пропустив 1, 2 и в третью соединительный столбик. Вот таким вот простым рисунком мы обработаем нижний край топика и верхний тоже. Обрабатываем нижний край и последний. 2 воздушные петли, столбик с накидом сюда же. Пропускаем 2 полупетли и в третью, откуда у нас было начало, туда же и провязываем. Ниточку отрезаем и прячем. Выводим сюда вовнутрь и тут будем прятать. Все, на этом этапе уже можно наполнить ножки, плотненько наполняйте, чтобы они не гнулись. Вы можете, если хотите, вставлять проволоку в обмотке. Ну, я не знаю, стоит ли это делать или нет, если это для деток маленьких делаете. Но при желании можно сделать, если вы хотите, чтобы у вас ножки сгибались, там их как-то вот так вот можно было посадить там и так далее, то можно вставлять проволоку. Теперь мы продолжаем вязать верхнюю часть тела. Присоединились. Значит, немножко неправильно присоединились мы. Надо присоединиться за заднюю стеночку петли. Вот, присоединились, когда мы ввели за заднюю стеночку сюда же. За заднюю стеночку мы пропускаем крючок и, захватив рабочую нить, провязываем столбик полноценный. Итак, мы первый ряд этот провяжем за заднюю стенку петли без изменений. Теперь формируем плечи. Значит, вяжем 7 столбиков уже за обе стенки петли. 2 убавки подряд. Дальше вяжем 11 столбиков. Провязали 2 убавки подряд. И 4 столбика осталось, довязываем до конца ряда. Вот таким вот образом мы провяжем еще 3 ряда: 26, 27 и 28 ряд. Как их провязать, есть схемка, там немножечко дальше назад промотайте, если вдруг вы пропустили. Теперь получившиеся 14 столбиков мы провяжем без изменений в 29 ряду. Вот и все. Делаем соединительный столбик, отрезаем ниточку для пришивания головы. Вот такое тело получилось, но нам еще надо провязать за переднюю стеночку. Точно так же, как и здесь мы обрабатывали, то в этом верхнем ряду топика также мы провязываем, цепляемся сзади, присоединяем ниточку и провязываем точно такой же рисунок. Беремся, присоединяемся, вот так, натягиваем, набираем 2 воздушные петли, сюда же столбик с накидом, пропускаем 2 столбика, полустолбика, и в третью делаем соединительный. 2 воздушные петли, 1 столбик сюда же с накидом, 2 полупетли пропустили, в
третью соединительной. Можно немножечко паром обработать и уложить, чтобы они вот в таком, чтобы они не поднимались наверх. Можно, конечно, развернуть и провязать изнаночной стороной, но не знаю, с этой стороны, мне кажется, с изнанки некрасиво получается, поэтому, чтобы не поднимались, можно сделать так. Вот, теперь нам осталось собрать зайку. Я вот оформила уже голову. Я не вяжу в этом видео голову зайца. Схему головы и ушей я оставлю здесь в описании. Значит, как ее вязать, голову, если вдруг будут какие-то вопросы и непонятки, тут наверху я оставлю информацию, ссылочку на видео моего зайца предыдущего в кроссовках. Там я вяжу эту голову. Она идентична, вяжется точно так же. Поэтому я не стала вязать на камеру здесь эту голову. Оставлю только схемку. Ну, если что, заглядывайте в это видео, открывайте его и смотрите, как делать утяжки, глаз, как вышить носик, если вдруг есть вопросы, если будет непонятна схема вам. Как вставлять глаза на безопасном креплении, я также там написала, в каких местах. Вы также делаете утяжки глаз, когда если они у вас на безопасном креплении с внутренней и с наружной стороны, чтобы они равномерно сели. Ну, а я сейчас буду собирать зайца. Я сейчас пришиваю голову и пришиваю лапки верхние. Если вдруг вы хотите сделать хвостик, ну, не знаю, я не стала делать хвостики ни на одних зайцах, вот, но если вдруг вы захотите, то я также оставлю здесь схемку для хвостика. Можете провязать и пришить. Ну вот, наша зайка готова. Значит, я украсила шею так. Вы можете как хотите, можно вообще ничего не вешать на шею. Руки пришиваем. Вот, после того, как провязано у нас, провязан топик, 2 ряда отсчитали цветом тела. И вот между вторым и третьим пришиваем ручки на такой вот высоте. Вот, в принципе, и все. Оформление головы, как вы стянете, какие глазки будут и так далее, все будет зависеть от этого, как вид зайки. Вот связаны зайки одной схемой, немножко по-разному. Ну вот, естественно, что здесь я немножко изменила, а так все связано одинаково. Вот, оформила голову по-разному. Цвет пряжи тоже играет роль, как будет выглядеть вид. Вот такие вот зайчики получились, зайки. Ну все, вяжите с удовольствием. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.